Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о великом героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я рассказывал вам о том, кто был великим сказителем этого эпоса, кто начал научные исследования данного произведения, начал рассказывать про историю кыргызов. Ведь это очень удивительное явление, эпос Манас. Это произведение устного народного творчества является выдающимся памятником не только кыргызского народа, но и всего человечества. Подумайте только, что он по своему объему 500 тысяч стихотворных строк не имеет себе равных в мире. Ни Одиссея, Илиада, Гомера, ни индийские эпосы, ни Калевал, ни другие эпосы и произведения даже близко не могут сравниться по своему масштабу Манасом. Он действительно является уникальным явлением в истории человечества. Мне тут уместно вспомнить известный афоризм о том, что только великий народ может родить великих сыновей и дочерей. Это я к чему говорю? Потому что и эпос Манас, и сам Манас – это представитель кыргызского народа. Манас совершил свои подвиги, а монаши, сказители через поколения, через века донесли до нас это сокровище. И поэтому с полным основанием можно говорить о том, что кыргызский народ – один из величайших народов мира. К тому же кыргызский народ – один из самых древних народов мира. На настоящее время считалось, что кыргызской нации, кыргызскому народу 2000 лет, потому что об этом были в свое время доказывалось в китайских летописях. Но буквально недавно, неделю тому назад, у нашего президента побывала группа историков, которые сообщили новость о том, что в китайских архивах нашлись документы 3000-летней давности, в которых упоминаются кыргызские племена. То есть уже этим самым история кыргызов отодвигает еще 1000 лет назад. И нашим народам не 2000, а 3000 лет. И для того, чтобы изучить вот эти старые древнекитайские иероглифы и перевести их на кыргызский язык, президентом нашей республики Садыром Нургожевичем Джапаровым выделены денежные средства нашему фонду МУРАС для этой благой цели. Ну, как говорится, можно гордиться своим народом, что он имеет такое великое произведение. Я, конечно, горжусь как кыргыз, но сегодня я хотел бы рассказать вам, хотя это и неприятно мне, об одном существенном недостатке моего народа. Это трайбализм, то есть деление единого народа по региональной принадлежности. Но, конечно, в этом вопросе кыргызы не являются исключением. Скажем, те же украинцы, я знаю, делятся на западных, восточных. В других народах тоже есть такое же деление. Вот Судан Южный, Судан Северный, Судан там.
из-за этого вот сами ведь уже несколько лет идет гражданская война. Таким же трайбализмом страдает и наш народ. Хотя до 60-х годов 20 века такого явления у нас среди кыргызов не было. Кыргызы никогда не делились. Я сейчас об этом хочу немного рассказать. Согласно нашим летописям, у нас называется это Санжара, летописям, кыргызский народ издревле делится на 3 рода, на 3 вида, на 3 фланга. Это на 3 группы. Это первая группа оң канат, правая сторона, правое крыло. Второе левое крыло, сол плане. Третье ишкилик, то есть те, кто находится внутри, в центре. Представители оң каната, правого крыла, еще называется утзу, сыновья, 30 сыновей, вернее, представители сол каната и, как я говорю, представители ичкилика центра. Значит, потомки оң каната, правого крыла кыргызского народа испокон веков жили на территории Чуйской области Киргизии, на Иссыкуле и в Нарвине. Около 500 лет тому назад наши предки потерпели поражение от проживавших по соседству с ними калмыков и были вынуждены бежать на юг нашей страны. И когда они бежали во время перехода через перевал, умер их отец Долон. И это место, этот перевал до сих пор носит название перевал Долона. После этого оставшиеся в живых кыргызы перебрались через Тогуз-Туро, значит, в Джалалабад, и тут, значит, они осели. Здесь они в Джалалабаде, в Сузаке зимовали, а летом откочевывали на пастбище Джайло Токтогула. Так как ее братья были маленькими еще, Адигине и Тагай, правление народом взяла на себя их старшая сестра Налы. И вот когда мальчики подросли, по обычаю власть должна была быть передана старшему сыну Адигине. Но Налы решила передать власть Тагаю. Она сказала: пусть народом управляет Тагай, а ты, Адигине, очень по хозяйству крепко будешь командовать хозяйственной частью. Адигине обиделся, сказал: тоже нашли мне человек управлять народом. После этого он собрал принадлежащие ему племена и вместе с ними уехал в сторону города Ош. И там он обосновался и сделал город Ош, Карасу своей зимовкой. А летом он откочевал на пастбище Алая и Чумалая. Прошло еще несколько лет, и на Иссыкуле китайцы нанесли поражение калмыкам и заставили их бежать. После этого Тагай обратился к Адигине, чтобы уехать обратно в родные края. Но Адигине, обиженный на то, что ему не дали власть, отказался, после чего Тагай со своими племенами вернулся обратно на север республики. Здесь до сих пор проживают его потомки в Нарынской области, Сыкульской и Чуйской области. А потомки Адигине и частично Налы
до сих пор живут на юге Киргизии, Кыргызстана. И они там вместе с соседними чкиликами центровыми начали родниться, выдавать за них своих дочерей и брать их дочерей себе в невестки. То же самое они начали родниться с представителями левого крыла, это Сару, Кучу, и с ними начали родниться. На севере республики, надо напомнить, проживает половина Сару, Кучу, это в Таласской области. И таким образом, в настоящее время у нас на севере республики проживают потомки Тагая и половина Сару и Кучу. А на юге потомки Адыгене и Чкилики. И частично потомки левого крыла. И надо сказать, что до самого 20 века, до 1960-х годов, кыргызы не делились на северян и южан. Они считали себя единым народом. Именно поэтому, когда в начале века, в 1904 году, когда Шабдан, богатырь, приехал к Курманджан-Датке, нашей царице Алайской, она радушно встретила Шабдана, хотя Шабдан проживал на севере республики, в теперешнем Кеминском районе. И там Шабдан попросил ее выдать ей 100 джигитов, которые напали на солдат царской российской армии, убили их. Он сказал: помогите нам, царица, иначе русские держат в заложниках несколько тысяч наших соплеменников. Если вы откажете выдать этих 100 джигитов, то они полностью истребят этих заложников. И тогда, памятуя о том, что они родные братья, потомки родных братьев, Адыгене Тагая, Курманджан-Датка согласилась и выдала этих беглецов Шабдану. Шабдан привез их в Бишкек, сюда, на север, после чего эти джигиты были казнены. После этого наша историография до сих пор считает Шабдана предателем кыргызского народа. Ну а почему наши вот эти кыргызы начали делиться на северян и южан, я расскажу в своей, значит, следующей передаче. Ну а теперь позвольте мне продолжить чтение моего романа. «Сынок, скрывая злость, проговорил Жаков, ты это неправильно сделал. Если Калмак меня обругал, я что, должен был, как скот, промолчать?» – удивился Манас. «Да, сынок. Почему? Калмаки победили нас, составляют большинство местного населения, а мы малочисленный народ. Поэтому должны, терпя унижение и притеснение калмаков, ходить смирно. В противном случае они никого из нас не оставят живых, полностью истребят». Манас укоризненно посмотрел на Жакова. «Нет, отец», покачал он головой, — «твои слова не подходят мне. Я не буду, как ты, бояться калмаков, жить, пугая собственной тени. Буду достоинством не вести себя и не позволю никому унижать меня. Не буду просить пощады врагов. Ради чести буду сражаться, биться до конца.
Если сумею, покорю их. Если нет, погибну непокоренным. Но отец, никогда не буду преступаться перед калмаками. Яков очень удивился словам маленького сына. Вот негодник, вырвался про себя он. Еще он не вышел из колыбели, сопляк. А какие слова произносит? В его смелости и храбрости нет сомнений. Но если эти слова достигнут ушей калмаков, ясное дело, они убьют Манаса. Испуганный Жаков, немного подумав, сделал вид, что согласен с его словами. «Сынок, не хочешь ли видеть перед калмаками? Дело твое!» — ласково произнес старик. «Мальчик, который сам первым начал драку, не должен плакать. Калмак, Баянчур сам виноват, что полезно тебе. Если он получил достойный ответ, пускай пеняет на себя. Не так ли, сынок?» «Правильно, отец», — обрадовался Манас. «Перед ним я ни в чем не повинен». «Я в этом полностью убедился, сынок. А теперь мы вдвоем немедленно должны возвратиться домой». «Почему, папа?» — нахохлился мальчик. «Никуда отсюда не уеду. И если так поступлю, все подумают, что я испугался Баянчура, сбежал в Аил, будут смеяться надо мною». «Что за упрямый, несносный мальчишка?» — чуть не заревел про себя Жак. «Подлец! Какое тебе дело до того, что скажут люди? Убирайся отсюда по-добру, по-здорову, идиот, пока цел». Но Жаков сказал всего этого сыну. Услышав такое, Манас мог еще больше заупрямиться и наотрез отказаться поехать домой. Хорошо понимая это, старик медовым голосом стал уговаривать ребенка. «Сынок, ты разве придурок, чтобы слушать всякую чушь?» — улыбнулся старик. «Ты умный мальчик, на чужой роток не накинешь платок. Те, кто не могут совладать со своим языком, болтают разную гадость. Но на это не надо обращать внимания. Все равно не пойду домой», — отрицательно покачал головой Манас. «Я не хочу стать посмешищем для других». «Ты не думай о том, что скажут другие», — начал с другой стороны ламывать сына Жак. «В первую очередь думай обо мне и маме. Чирда очень тосковалась по тебе, скучает, каждый день плачет. И если не приведешь сына домой, я не пущу тебя обратно. Не показывайся тогда мне на глаза», — сказала Чирда. «Мама так сказала?» — недоверчиво переспросил отца Манас. «Да, правильно, Ошпор», — обратился к пастуху Жак. «Правильно», — поспешно ответил пастух, который не знал, как избавиться от Манаса. «Мама очень соскучилась по тебе». «Ты слышал ответ Ошпора? Он подтвердил мои слова». «Слышал, отец», — тяжело вздохнул мальчик. Увидев колебания сына, обрадованный тем, что нашел его уязвимое место, Жак еще больше увеличил на него давление. «Ты любишь маму, сынок?» — спросил он Манаса. «Да», — краснея ответил сын. «А меня и вас люблю. Тогда возвращайся в Аил. Если не вернешься домой, мама будет тосковать по тебе. Все время плача, она может тяжело заболеть. Ты хочешь, чтобы мама заболела?» «Нет, отец. Если не хочешь, возвращайся со мной в Аил, сынок. Не заставляй маму много плакать». С мольбой посмотрел на Манаса Жак. Не зная, как поступить, мальчик колебался, постукивая длинной березовой палкой, которой он гонял ягнят по запылившемуся черному сапогу. Мальчик подозрительно посмотрел на Жакова. «Видимо, отец пытается меня обмануть», — подумал Манас. Но то, что он сказал про маму, наверное, правда. Ошпор тоже подтвердил слова отца. «Что делать? Остаться здесь или поехать домой?» Если сказать правду, не хочется ехать обратно. Мне очень понравилось почти ягнят. В красивых местах, пустынных полях, холмах, вместе с Чигабаем и другими ребятами можно в волю поиграть. С другой стороны, если откажусь вернуться, от горя мама может заболеть. Ведь она меня очень любит. Манас тяжело вздохнул и принял решение покориться воле отца. «Ничего не поделаешь», — уныло подумал он. «Придется поехать домой». «Отец», — обратился мальчик Жак, нетерпением ожидавшего его ответа, «я согласен вернуться с вами поехать». «Молодец, сынок! Достойнейший своего отца должен быть таким милосердным и добрым». Жак, очень довольный собой, обратился к Ошпору.
Приготовьте ли на что-нибудь покушать. Мы должны до светло отправиться в путь. Слушаюсь, Ошпор, обрадованный тем, что навсегда избавляется от Манаса, не чуя ног, побежал домой. Плотно поужинав в доме пастуха, отец и сын отправились в военную. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я желаю вам всего наилучшего. До свидания. До новых встреч.